Итак, запишем вместе со мной. Итак, первое, что вам нужно сделать, это организовать рабочее пространство. Организация рабочего пространства – это время, рынок и стратегия. В какое время я торгую? Скажем, с 4 до 6 вечера. Какой рынок? Например, рынок Форекс. Стратегия трендовая или на разворот. Второе. Если я могу быстро определиться со временем и определиться с тем, какой мне символ или на каком мне рынке торговать, то со стратегией чуть сложнее, и сейчас я это разобью на несколько простых шагов. Дам основу создания прибыльной торговой стратегии, помогу вам сейчас это организовать в определенную четкую последовательность, чтобы решения, которые вы будете принимать у правого края графика, они были достаточно легкие и бескомпромиссные. Я рекомендую вам начать при создании своей торговой стратегии с паттерна. То есть обычно, как говорят, начни с уровней, построй уровень, потом посмотри, какой тренд. Это все хорошо, но давайте начнем с самого конца, с паттерна, то есть когда вам нужно входить в рынок. То есть паттерны, которые чаще всего формируются по тренду. Как это сделать и как понять паттерн тренда? Тренд делится на две категории. То есть сейчас мы разбираем стратегию по тренду. Да? Тренд делится на две категории. Это моментум и это тренд с коррекциями. Моментум выглядит вот так, с коррекциями выглядит вот так. Вот этот тренд, скажем, этот будет 1, это будет 2. Тренд номер 1 очень сложный для торговли, особенно для новичков. Потому что вам нужно находить очень точные места на рынке, когда можно прыгнуть, чтобы это не было поздно, чтобы не нарваться на коррекцию или вовсе на разворот. Поэтому первый мы пока отбросим. Давайте сосредоточимся на втором, более комфортном. Почему более комфортном? Потому что у вас есть время между тем, когда рынок сформировал, скажем, новый минимум, да, если тренд идет вниз, и вот этой коррекции. Какой паттерн появляется на коррекции? То есть, что общего между всеми прибыльными коррекциями? То есть, когда, например, у вас есть нисходящий тренд, рынок корректируется, что вы наблюдаете здесь? В точке коррекции, после чего рынок идет дальше вниз. И так далее. Коррекция, что мы наблюдаем здесь. Потому что все тренды представляют из себя плюс-минус одинаковый цикл. То есть мы движемся вниз, коррекция, вниз, коррекция, вверх, коррекция, вверх, коррекция. То есть рынок последовательно обновляет предыдущие максимумы или предыдущие минимумы. И после формирования импульса, то есть обновления предыдущего минимума, мы ждем коррекцию. Куда? К пробитой структуре. Это базовая концепция торговли. По тренду пробитая зона поддержки становится сопротивлением. Пробитый уровень сопротивления становится поддержкой. Таким образом, все, что нам остается сделать, это определить паттерн, сигнал, который здесь формируется чаще всего. Для этого нам нужно взять 30-50 таких ситуаций как минимум, чем больше, тем лучше, и посмотреть, какие общие закономерности между ними есть, когда, например, после коррекции цена идет вниз. Что здесь вы видите обычно? Теперь давайте вспомним, какие паттерны мы знаем. Если мы говорим про паттерны на sell, то один из самых популярных, известных, это падающая звезда. Угу. Или любой другой паттерн, который вы нашли на графике, прочитали, изучили и так далее, который чаще всего встречается на коррекциях, когда вы продаете, или на коррекциях, когда вы покупаете, например, обратный паттерн. Да? Вот таким образом. Что если я возьму вот этот паттерн, пусть это будет падающая звезда или молот, если мы говорим про buy, да? Возьму 30, 50, 100 коррекций вниз и вверх и попробую обнаружить закономерность, когда цена корректируется к предыдущему уровню поддержки, который становится сопротивлением, получаю здесь ценовой паттерн, захожу в sell.
Или предыдущий уровень сопротивления, пробитый становится поддержкой, получается новый паттерн, вхожу на buy, стоп-лосс ставлю за паттерном, стоп-лосс ставлю за паттерном, take profit ставлю на ретест, take profit ставлю на ретест, на ретест, на ретест предыдущей структуры, предыдущего минимума. Безусловно, я не могу быть на 100% объективным, потому что здесь возникнут следующие вопросы. А как я определяю тренд? Как я определяю, что цена сделала новый максимум? На рабочем таймфрейме я это делаю. Или я беру более старший таймфрейм, например, M5, а принимаю решение на M1. То есть буду ли я использовать два таймфрейма, или я буду все это делать на одном рабочем таймфрейме. Старший таймфрейм, скажем, M5, или, например, даже M15, для того, чтобы определить структуру рынка, ключевые вот эти максимум-минимумы, нарисовать зигзаг на этих таймфреймах или на одном из них, а затем перейти на M1 и исполнить там, дождаться ценового паттерна. То есть структуру мы рисуем на старшем графике. Таким образом, первый критерий – это паттерн, второе – это структура. Структура отвечает на вопрос, какой тренд, структура отвечает на вопрос, где входить, структура отвечает на вопрос, где стопы, тейки. Поэтому прямо сейчас открывайте свои графики и ищите случаи для входа в рынок. Переходите на старший таймфрейм, скажем, M5. Возьмите инструмент рисования, начните рисовать зигзаг. Вот они пошли: минимум, максимум, минимум, максимум. Понятно, что у вас возникнут вопросы: Аркадий, а вот здесь еще максимум, здесь. Я сейчас вам еще больше дам информации. Смотрите, у вас возник очень правильный вопрос, Аркадий. А как же вот мне с этим максимумом? Ведь здесь еще вот есть вот какая-то ерунда. Сейчас все вам станет понятно. Смотрите, тренд идет вниз, скажем, это M5. M5. Тренд идет вниз, да? Идет коррекция. Идет коррекция. Внутри вот этого импульса от точки, скажем, А до точки Б, это импульс. Внутри этого импульса очень много может быть таких вот подимпульсов, скажем. Мы это не учитываем, потому что у нас есть точка А и есть точка Б. То есть вот у вас импульс, смотрите, и вот его минимум этого импульса. Вот здесь, вот я сейчас показываю, видите, пошла коррекция, видите, да, вот здесь, вот она первая коррекция. Потом рынок упал и вроде как еще протестил, еще минимум, еще минимум. Все это не считается до тех пор, пока вот этот минимум не был обновлен. Когда его обновили, вот здесь, видите, вот здесь я показываю, обновили вот этот минимум, точку Б. Видите, да? Вот здесь. Соответственно, точка А смещается сюда. Таким образом, вы вот в этот шум не лезете просто. Вы его никак не учитываете. То есть мы не смещаем вот это АБ до тех пор, пока не пробили Б. А как только пробили Б, точка А уходит вот сюда на максимум. Соответственно, коррекция, точка Б и так далее. Это очень старый мой способ работы. Много-много лет назад я его разрабатывал для себя, примитивнейший, чтобы уйти от шума неопределенности. Понятно, что он не на 100% рабочий, ничего стопроцентного нет, но очень простой, очень понятный, очень логичный. То есть мы сделали вот этот новый минимум, вот здесь. Вот она пошла коррекция, вот мы опять сделали новый минимум. И точка А пошла сюда. Точка Б сюда. Пошла коррекция, и мы сейчас находимся в чистой, тотальной консолидации. Но в какой? Медвежий или бычий? Медвежий. То есть тренд вниз. Все. И вот таким образом вы работаете.